Привет, Эйар-Эмуай. Мог ли один единственный шепот, распространяющийся быстрее разума, действительно потрясти Тэхёна до глубины души? И действительно ли возможно, что Чингук уже покинул Корею, и никто не был готов к тому, что это может означать? Вопрос возник не постепенно. Он взорвался, как внезапный раскат грома в спокойном небе. Он распространился по лентам новостей, форумам, закрытым групповым чатам и бессонным ночам. С самого начала это воспринималось не как обычные сплетни о знаменитостях. Это стало чем-то большим, более серьезным и гораздо более сложным. Культурным исследованием. Эмоциональным феноменом. Почти академическим исследованием самой неопределенности. Потому что, когда имя Чингука сочетается со словами «покинул Корею», предложение перестает быть простой новостью. Оно превращается в коллективное психологическое событие. Это был не заголовок, который можно было пролистать и забыть. Он требовал внимания. Он требовал интерпретации. Он требовал, и самое главное, это требовало ответов, которые, казалось, никто не был готов дать. Тэхён, известный во всем мире своим самообладанием, художественной чувствительностью и удивительной способностью чувствовать обстановку, прежде чем заговорить, был, как сообщается, ошеломлен, когда до него дошла эта новость. Многие использовали слово «шок». Но даже этого слова было недостаточно. Потому что это был не просто шок. Под ним скрывались слои. Неверие. Беспокойство. И нечто более тихое, но гораздо более тревожное, невысказанная паника. Речь шла не о путешествиях. Не о границах, аэропортах или чемоданах на колесиках. Речь шла о времени. О контексте. О молчании и о том, что так часто скрывает молчание. Первая подсказка появилась незаметно, почти невидимо, как это часто бывает в ключевые моменты. Никакого объявления. Никакого официального заявления. Просто отсутствие. Отсутствие, замеченное до объяснения. Пауза перед уточнением. Фанаты начали замечать закономерности, подобно тому, как исследователи изучают данные. Цифровое присутствие Чингука изменилось. Посты, которые обычно появлялись в определенное время, исчезли. Взаимодействия, которые раньше казались обычными, заметно пропали. Затем, словно искра в сухом воздухе, всплыла одна фраза и быстро распространилась. Чингука больше нет в Корее. Было ли это предположение? Недоразумение? Или первая утечка чего-то гораздо большего? Ситуацию глубоко тревожила не только сам слух, но и реакция на него, вернее, ее отсутствие. Не было ни опровержения, ни спокойного заявления, объясняющего обстоятельства. В мире мировой поп-культуры молчание редко бывает случайным. А когда молчание затягивается, воображение спешит заполнить пустоту. Воображение, подпитываемое годами эмоциональных вложений, не остается нейтральным. По словам тех, кто достаточно близок к нему, чтобы наблюдать, реакция Тэхёна не проявлялась в виде драматических вспышек или видимого беспокойства. Вместо этого она приняла более тревожную форму – тишину. Не пустую тишину, а тяжелую тишину. Такую, которая говорит о том, что мысли несутся гораздо быстрее, чем тело может за ними угнаться. Те, кто понимает темперамент Тэхёна, знают, что когда он замолкает, это не потому, что ему не хватает слов, это потому, что он тщательно их выбирает, взвешивает последствия, чувствует, что услышанное может иметь далеко идущие последствия, выходящие за рамки поверхностного смысла. Один невысказанный вопрос тяжело висел в воздухе. Почему именно сейчас? В любой истории время – это все. И это время казалось преднамеренным, даже если это было не так. Если Чингук действительно покинул Корею, это происходило бы не в вакууме. Это разворачивалось бы на фоне повышенного внимания, интенсивных спекуляций о будущем, контрактах, личностном росте и постоянного напряжения между индивидуальными путями и коллективной идентичностью.
Идея о том, что Чингук мог уйти тихо, без церемоний, без объяснений, бросала вызов давним убеждениям о прозрачности и связи. Однако самым тревожным моментом стал эмоциональный эффект домино. Реакция Тэхёна стала зеркалом для миллионов. Если он был шокирован, то, возможно, это было необычно. Если он был не готов, то, возможно, никто не был готов. А если никто не был готов, то, возможно, эта ситуация была поистине экстраординарной. Вопросы множились быстрее, чем ответы. Уехал ли Чингук по личным причинам? По профессиональным обязательствам? Временно? Или что-то гораздо более постоянное? Был ли это тщательно спланированный шаг, известный лишь избранным, или срочное решение, принятое под давлением? И, пожалуй, самый болезненный вопрос: знал ли Тэхён заранее, или он узнал об этом так же, как и фанаты, через слухи и обрывочную информацию? Наблюдатели начали пересматривать старые интервью, заново просматривать старые записи, выискивая предзнаменования, подобно литературным критикам, ищущим скрытые темы. Пауза, которая когда-то казалась бессмысленной, теперь ощущалась как нечто значимое. Случайное предложение внезапно приобрело вес. Чингук что-то сигнализировал с самого начала? Тэхён заметил это раньше всех? Или все произошло так внезапно, как казалось? В эмоциональном плане история обрела собственную жизнь. Для многих Чингук и Тэхён представляют собой нечто большее, чем просто отдельных артистов. Они воплощают собой динамичную грань. Основываясь на доверии, творческом резонансе и невысказанном понимании. Мысль о том, что Чингук может покинуть Корею без четкого объяснения, ощущалась как трещина в структуре, долгое время считавшейся нерушимой. Даже сама возможность дистанции, физической или эмоциональной, вызывала тревогу. И все же, на фоне паники, проявился еще один слой – сдержанность. Тэхён не спешил в социальные сети. Он не публиковал загадочных сообщений или драматических жестов. Парадоксально, но эта сдержанность усилила спекуляции. Когда человек, известный своей эмоциональной честностью, выбирает молчание, это часто означает, что правда слишком сложна для простого поста. Защищал ли он Чингука? Ждал подтверждения? Или все еще переживал шок сам? С академической точки зрения, это явление напоминало парасоциальный дисбаланс, когда воспринимаемая стабильность между публичными фигурами и их аудиторией внезапно нарушается. Но теория казалась недостаточной. Это были пережитые эмоции. Реальная обеспокоенность. Искреннее замешательство. Теория могла объяснить механизмы, но не боль. Следует продолжать появляться заявления. Предполагаемые наблюдения. Информация от инсайдера. Каждая новая деталь противоречила предыдущей, превращая повествование в лабиринт, где истину становилось все труднее найти. И все же официального заявления не последовало. Шок Тэхёна стал символом, моментом, когда уверенность растворилась в возможности, когда привычная реальность раскололась, показав, насколько хрупки предположения. Ушел ли Чингук временно или навсегда, имело меньшее значение, чем одно осознание. Что-то изменилось. И, возможно, именно поэтому эта история так глубоко затронула меня. Дело было не только в географии. Дело было в доверии, общении и страхе быть брошенным эмоционально, даже если не физически. Прошли дни. Вопросы оставались без ответа. Было ли это началом новой главы или просто непонятной сноской? Был ли шок Тэхёна прелюдией к успокоению или первой трещиной в затянувшемся молчании? И самый мучительный вопрос продолжал оставаться. Если Чингук действительно покинул Корею, что значит этот отъезд в эпоху, когда расстояние может быть как физическим, так и символическим? Эта история оставалась незавершенной, словно незаконченное предложение. И, возможно, в этом заключалась ее наибольшая сила. Пока не появится ясность, царит домысливание. Эмоции нарастают. И один вопрос продолжает звучать громче любого утверждения. Правда ли, что Чингук покинул Корею?
И если да, то почему это стало полной неожиданностью для Тэхёна и для всех нас?